Привет, Арми. Что, если одного момента в аэропорту было достаточно, чтобы привести весь фандом в неистовый восторг? Новое видео с фанкама из аэропорта Инчхон стремительно распространяется в социальных сетях, и фанаты не могут перестать пересматривать одни и те же несколько секунд снова и снова. То, что начиналось как обычное появление в аэропорту, внезапно превратилось в один из самых обсуждаемых моментов в интернете. Камеры следили за каждым движением, и одно взаимодействие между Тэхёном и Чингуком сразу же привлекло всеобщее внимание. Некоторые фанаты считают, что заметили деталь, которая все меняет, в то время как другие настаивают на другом объяснении. Но независимо от вашей точки зрения, одно можно сказать наверняка: реакцию в аэропорту невозможно было игнорировать. Толпа становилась все громче, телефоны поднимались, и через несколько минут видео появилось повсюду. Так что же именно запечатлел фанкам? И почему тысячи фанатов сейчас спорят об одном и том же моменте? Оставайтесь до конца, потому что полная последовательность раскрывает детали, которые большинство людей полностью пропустили при первом просмотре. В тот момент, когда видео начало распространяться в интернете, атмосфера вокруг появления людей в аэропорту полностью изменилась. То, что изначально выглядело как обычное прибытие, быстро стало центром ожесточенных дискуссий, которые в течение нескольких часов охватили множество платформ. Фанаты, присутствовавшие в аэропорту Инчхон, начали делиться видеороликами с разных ракурсов. Скриншоты стали появляться повсюду, и бесчисленное количество зрителей пытались понять, что именно произошло в те короткие моменты, которые, казалось, привлекли всеобщее внимание. Причина, по которой фанкам получил такую популярность, заключалась не в каком-либо драматическом событии или официальном заявлении. Вместо этого, именно неопределенность, окружающая видеозапись, заставляла людей продолжать смотреть. Каждый повтор, казалось, порождал новые вопросы. Некоторые зрители сосредоточились на том, как Тэхён и Чингук двигались в толпе, в то время как другие концентрировались на реакции окружающих. Чем больше людей анализировали видео, тем больше появлялось теорий. Что делало ситуацию еще более интригующей, так это время. Аэропорт уже был переполнен фанатами, репортерами и пассажирами. Камеры были направлены во все стороны, из-за чего практически невозможно было не заметить ни одного движения. И все же, среди тысяч записанных моментов, один конкретный эпизод стал центром всего обсуждения. По мере появления новых видео зрители замечали детали, которые они пропустили при первом просмотре. Некоторые указывали на то, как быстро внимание переключилось на двух участников BTS. Другие сосредоточились на внезапном всплеске восторга в толпе. Энергия, видимая на видео, отличалась от типичного появления в аэропорту, создавая необычайно напряженную атмосферу. В течение короткого времени ленты социальных сетей были наводнены отредактированными видео, замедленными роликами, увеличенными скриншотами и сравнениями с разных ракурсов. Каждая новая публикация, казалось, вызывала новую волну реакций. Некоторые фанаты считали, что дополнительные кадры все прояснили, в то время как другие утверждали, что они только углубили загадку. Что действительно подпитывало дискуссию, так это тот факт, что ни один из зрителей, казалось, не интерпретировал этот момент одинаково. Одни и те же несколько секунд породили бесчисленное множество мнений. Некоторые были убеждены, что стали свидетелями чего-то значительного. Другие призывали к осторожности, утверждая, что короткие видеоролики редко дают полное представление о том, что произошло в многолюдной обстановке. Однако, несмотря на эти разные точки зрения, все продолжали смотреть. По мере того, как дискуссия набирала обороты, внимание переключалось с самого видеоряда на общую атмосферу в аэропорту. Многие заметили, насколько комфортно и расслабленно выглядели Тэхён и Чингук, несмотря на огромное внимание, окружавшее их. Их спокойное присутствие контрастировало с растущим волнением среди фанатов сети, создавая интересный контраст, который только усиливал интерес. Тем временем фан-сообщества по всему миру начали сравнивать видеозаписи из разных источников. Каждый новый ракурс приносил новый кусочек головоломки. Некоторые моменты казались четче с одной точки зрения, в то время как другие выглядели совершенно иначе при просмотре с другой камеры. Этот постоянный поток нового материала поддерживал интерес к истории гораздо дольше, чем кто-либо ожидал.
Спустя несколько часов обсуждение не показывало признаков замедления. Напротив, оно, казалось, разрасталось. Новые зрители продолжали впервые открывать для себя эти видеоролики, что привело к новому циклу реакций, дебатов и анализов. Некоторые признавали, что смотрели видео десятки раз. Другие утверждали, что до сих пор не совсем понимают, что видели. Однако, пожалуй, самым удивительным аспектом всей ситуации стало то, как короткое появление в аэропорту смогло привлечь внимание стольких людей по всему миру. Не было никаких официальных объявлений, никаких запланированных мероприятий и никакого масштабного выступления. Всего несколько моментов, запечатленных фанатами, которые каким-то образом стали это одна из самых обсуждаемых тем дня. И по мере того, как появляются новые кадры из аэропорта Инчхон, один вопрос остается без ответа. Действительно ли вирусное видео, снятое фанатами, запечатлело тот момент, в который все верят, или же где-то в кадре скрыта важная деталь, которую большинство зрителей еще не заметили? Именно поэтому тысячи фанатов до сих пор пересматривают видео, покадрово ища подсказки, убежденные, что следующий ракурс может раскрыть нечто совершенно неожиданное. Чем глубже люди вникают, тем загадочнее становится история. И для многих зрителей наиболее интересной может быть не то, что было запечатлено на камеру, а то, что еще может ждать своего открытия. С течением времени вирусные кадры из аэропорта продолжали распространяться далеко за пределы первоначальных фанатских сообществ. То, что началось как обсуждение среди тех, кто присутствовал в аэропорту Инчхон, вскоре привлекло внимание обычных зрителей, развлекательных изданий и даже людей, которые обычно мало обращали внимания на события в аэропорту. Растущий интерес превратил простое прибытие в историю, от которой, казалось, невозможно было убежать. Одной из причин непрекращающегося интереса была эмоциональная реакция, заметная в толпе. Хотя сами кадры оставались открытыми для интерпретаций, атмосфера, окружавшая этот момент, была неоспорима. Фанаты, казалось, стремились запечатлеть каждую секунду, опасаясь, что, оторвавшись хотя бы на мгновение, можно пропустить что-то важное. Это чувство предвкушения стало заразительным, вовлекая все больше зрителей в обсуждение с каждым часом. Чем глубже люди изучали фанкамы, тем больше замечали, как быстро энергия менялась от обычного восторга к чему-то гораздо большему. Зрители начали сосредотачиваться на тонких деталях, которые поначалу оставались незамеченными. Небольшие движения, короткие взгляды и мгновенные реакции внезапно стали предметом бесконечного анализа. Целые ветки были посвящены сравнению разных ракурсов одного и того же момента, и каждое новое наблюдение порождало тысячи откликов. Что делало ситуацию особенно примечательной, так это то, что никто, казалось, не мог прийти к окончательному выводу. Каждая теория порождала другую теорию. Каждое объяснение порождало новый вопрос. Вместо того, чтобы разрешить спор, новые кадры часто разжигали его вновь, обеспечивая еще больший интерес. Тем временем фанаты, лично присутствовавшие в аэропорту, начали делиться своими впечатлениями. Многие описывали атмосферу как необычайно напряженную. Некоторые вспоминали, как быстро переключалось внимание после определенных событий, другие – оглушительный шум, последовавший за этим. Эти личные рассказы добавили истории еще один слой, заставляя зрителей чувствовать себя так, будто они стали свидетелями события. С наступлением ночи видеоролики, снятые фанатами, продолжали набирать миллионы просмотров. Появлялись монтажные версии с драматической музыкой, замедленные фрагменты и выделенные моменты, призванные поддержать различные интерпретации. Однако, несмотря на бесчисленные версии, циркулирующие в интернете, первоначальная загадка оставалась неразгаданной. Возможно, именно эта неопределенность и сделала видео таким мощным. Людей естественным образом тянет к неразрешенным вопросам. Когда момент кажется неполным, разум автоматически ищет недостающие части. В данном случае неопределенность стала топливом, которое поддерживало историю. Зрители больше не просто смотрели видео. Они участвовали в коллективном поиске ответов. Даже давние поклонники признались, что были удивлены масштабом реакции. Появление в аэропорту происходит регулярно, но очень немногие вызывают такой уровень обсуждения. Что-то в этом конкретном моменте вызвало особый отклик.
Будь то время, атмосфера или эмоциональная вовлеченность аудитории, результат невозможно было игнорировать. По мере роста внимания некоторые наблюдатели начали задаваться вопросом, не была ли уже раскрыта самая важная часть истории. Среди бесчисленных записей мог скрываться другой ракурс, другая точка зрения или другая деталь, ожидающая своего раскрытия. Одной лишь возможности было достаточно, чтобы заставить людей продолжать поиски. Спустя несколько дней после появления первых кадров дискуссия оставалась активной. Появлялись новые зрители, часто не подозревая, насколько обширным уже стало обсуждение. Они смотрели ролики, формировали собственное мнение и присоединялись к разговору, который не показывал признаков завершения. То, что начиналось как один фанком, превратилось в феномен, движимый исключительно любопытством. И все же, несмотря на миллионы просмотров и бесконечные анализы, всех участников объединяло одно чувство – желание понять, что же на самом деле произошло в те несколько незабываемых мгновений в аэропорту Инчхон. Потому что иногда самые важные истории создаются неуверенностью. Иногда они создаются тайной. И, по мнению многих фанатов, которые до сих пор пересматривают эти кадры, самый главный вопрос, возможно, все еще скрывается где-то в кадрах, которые все видели. Думали, что уже видели. Момент, когда люди считают, что наконец-то разгадали загадку, может совпасть с моментом, когда совершенно новая деталь снова все изменит. По мере того, как обсуждение набирало обороты, еще одно неожиданное событие привлекло внимание фанатских сообществ. Несколько зрителей заявили, что обнаружили ранее незамеченные кадры, снятые совершенно другого места внутри аэропорта. В отличие от уже широко распространявшихся видеороликов, эти записи выглядели короче, менее качественными и гораздо сложнее для интерпретации. Однако это не остановило людей от их анализа. В течение нескольких часов скриншоты с новых ракурсов начали распространяться в сети. Фанаты сравнивали временные метки, положение камер и реакции толпы, надеясь определить, раскрывает ли видео что-то скрытое с самого начала. Зона прилета снова стала объектом интенсивных спекуляций. Некоторые наблюдатели утверждали, что вновь появившиеся записи подтверждают существующие теории. Другие считали, что дополнительные кадры противоречат многим предположениям, которые доминировали в обсуждении с самого начала. Вместо ответов, новый материал, казалось, лишь усиливал неопределенность. Многих зрителей удивило, насколько по-разному выглядела одна и та же сцена в зависимости от ракурса. Моменты, которые казались очевидными в одном видео, выглядели совершенно иначе в другом. В результате уверенность в прежних выводах начала угасать. Тем временем, фанатские форумы оставались активными круглосуточно. Новые сообщения появлялись каждые несколько минут, поскольку люди продолжали делиться наблюдениями и обсуждать детали, которые длились всего несколько секунд на экране. Увлечение не ослабевало. Для некоторых история перестала быть поиском единственного ответа. Она стала общим опытом, объединяющим фанатов из разных стран и часовых поясов. Казалось, все искали одно и то же, но никто не мог прийти к единому мнению о том, что именно они видят. И по мере того, как к обсуждению присоединялось все больше зрителей, одна возможность продолжала захватывать воображение людей. А что, если момент, вызвавший миллионы реакций, вовсе не был самой важной частью видеозаписи? А что, если бы та самая деталь, которую все искали, осталась незамеченной с самого начала? Эта возможность заставляла тысячи людей смотреть, пересматривать и снова изучать каждый кадр, будучи уверенными, что следующий просмотр может открыть что-то, чего никто раньше не видел.